С первого взгляда джунгли кажутся спокойными. Под плотным зеленым пологом деревьев мать-горилла спит, прижимая к себе маленького детеныша. Их дыхание ровное, вокруг слышны только звуки насекомых и далекий крик птиц. Все выглядит мирно. Но в джунглях покой – лишь иллюзия. Опасность всегда рядом. Она не шумит, не предупреждает, не торопится. В высокой траве почти незаметно скользит габонская гадюка, одна из самых смертельно опасных змей Африки. Ее тело идеально сливается с окружающей средой. Она не видит глазами, она чувствует тепло. Медленно, почти незаметно, она приближается к источнику жизни. Резкий бросок. Все происходит за доли секунды. Змея вцепляется в детеныша, обвивает его тело и начинает сжимать. Крик разрывает тишину джунглей. Мать-горилла мгновенно просыпается. В ней нет сомнений, нет страха, только инстинкт. Она бросается вперед, хватает змею, бьет ее, тянет изо всех сил. Ее мышцы напряжены до предела. Она рискует собственной жизнью, но не отступает. После короткой, яростной борьбы змея ослабевает и отпускает детеныша. Затем, извиваясь, скрывается в траве. Но цена уже заплачена. Мать чувствует резкую боль в правой щеке. Там, где был укус, начинает быстро расти опухоль. Яд уже в крови. Они уходят глубже в джунгли. Шаги становятся медленнее. Дыхание гориллы тяжелое, движения неуверенные. В какой-то момент ее ноги подгибаются, и она падает на землю. Тело больше не слушается. Детеныш не понимает, что происходит. Он трогает ее лицо, слышит ее слабый стон. Она держится за щеку, словно пытаясь остановить боль. Детеныш отходит и находит на земле спелый манго. Так они всегда делали, делились едой. Он приносит плод обратно, кладет рядом. Но мать не реагирует. Детеныш прижимается к ней всем телом, дрожит, не отпускает. Джунгли вокруг затихли, будто сами наблюдают за происходящим. Проходят часы. Горилла приходит в себя. Боль невыносимая. Правая сторона лица сильно распухла, глаз почти закрыт. Дышать трудно. Яд продолжает действовать. Но она все равно поднимается. С огромным усилием, шаг за шагом, держа детеныша рядом, она пытается идти. Они доходят до фруктового дерева. Горилла пытается залезть, но сил больше нет. Она снова падает. Лежит неподвижно, лишь издает слабые звуки боли. Детеныш толкает ее, тянет за руку, за шерсть. Ничего не помогает. В отчаянии он сам взбирается на дерево, срывает манго и снова приносит. Мать не двигается. Тогда детеныш начинает кричать. Это уже не просто страх. Это понимание, что он может остаться один. В панике он бежит сквозь джунгли. Он не знает куда, но чувствует, нужно найти помощь. Забравшись на высокое дерево, он замечает нечто странное вдали. Ровную линию, светлую полоску. Дорога. Там раньше были шумные, непонятные существа на железных объектах. У него нет другого выбора. Но опасность возвращается. Из кустов снова слышен шорох. Та же змея. Детеныш бежит изо всех сил. Змея ускоряется. Расстояние сокращается. Еще мгновение, и все закончится. В последний момент детеныш вырывается на дорогу. Змея останавливается у границы леса, словно не решаясь выйти на открытое пространство. По дороге едет машина. Детеныш бросается к ней и запрыгивает на капот. Люди внутри в шоке. Они замечают змею у края джунглей и понимают, происходит что-то серьезное. Змея медленно исчезает в лесу. Люди выходят из машины, осторожно следуют за детенышем, который ведет их обратно вглубь джунглей. Они находят гориллу без сознания. Лицо сильно опухшее, дыхание слабое, пульс едва прощупывается. Укус ядовитой змеи, возможно, гадюка. Нужно срочно в клинику. Гориллу аккуратно грузят в транспорт. Детеныш не отходит ни на шаг. В ветеринарной клинике врачи борются за ее жизнь. Сердечный ритм нестабилен. Давление падает. В какой-то момент она почти перестает дышать. Но лечение начинает действовать. Антидот замедляет распространение яда. Сердце снова бьется ровнее. Через некоторое время ее состояние стабилизируется. Опасность миновала. Спустя дни мать и детеныш снова стоят вместе.
слабые, но живые. Их возвращают обратно в джунгли, туда, где опасность никогда не исчезает, но где они принадлежат. И теперь, прижимая детеныша к себе, горилла знает, иногда даже в самом диком мире спасение может прийти оттуда, откуда его совсем не ждешь.